Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, почему сейчас такое большое количество легкодоступных женщин, нормально ли это, ведь часто сейчас можно услышать, что мы живем в современном мире, и нужно получать удовольствие, свободные отношения. И также я сегодня поговорю о том, нормально ли это, если женщина уже после первого и второго свидания может находиться в близости с мужчиной. Вообще сейчас и в каком-то раннем возрасте девушка уже в школе может вступать в близкие отношения. Это тоже уже вроде как и не так-то и порицается. В общем, обо всем сегодня я поговорю. Знаете, мы сейчас в такое время живем и в таком обществе, когда вот кажется, что общество заболевает, какая-то вот болезнь ходит, но и люди, самое главное, что замечают, да, но при этом пока еще как бы вот неизвестно, как это вылечить, какое найти лекарство. И мне напоминает вот из фильма «Матрица», когда вот красная, перед Нео, да, был выбор, красную или синюю таблетку выбрать. Красная — это когда вот это вот такая правдивая реальность, хотя такая суровая, да, и жестокая. Или вот иллюзия в этой синей кнопке, он выбрал красную, да, тут такой немножко спойлер. Вот как бы вроде хочется все равно жить не в иллюзии, но когда ты видишь, что происходит, хочется иногда, ну, вообще отойти от этой реальности, правда, и закрыть на все глаза, ничего не видеть, не слышать, ничего не знать, и просто пребывать в каком-то своем таком мире, где птички поют, солнышко светит, и совершенно не задумываться, что дальше нас всех ждет вот с такими низкими моральными нравственностями. Я в видео говорю про женщин, да, вообще сейчас людям легче идти по такому легкому пути, то есть не пытаться как-то выстраивать долго хорошие, крепкие отношения, когда люди узнают друг друга, когда люди тратят на это время, когда постепенно открывается тебе человек, и ты понимаешь для себя, ты можешь дальше идти, тебе хочется идти дальше в жизни вместе с этим человеком. А люди вот не хотят на это тратить время, все хотят получить очень легко, чтобы все было доступно, ну, потому что время такое, скажем так, сытое сейчас, да, не нужно ни за что бороться, поэтому привлекает больше сейчас легкость во всем и быстрота, вот все получить быстро и легко. Но и сейчас близость не является чем-то таким сакральным, когда сначала на каком-то духовном уровне люди соединяются, а потом уже вот идет вот это вот прикосновение к телу любимого человека. Как вот даже вот хорошая фраза есть, что можно сначала полюбить душу, а потом с ума сойти к прикосновению тела этой души. Это такое уже превратилось в обыденный процесс, не знаю, как покушать, как просто, ну, какое-то свое такое бытовое, скажем так, удовлетворение, какого-то желания получить, да, ну, то есть это не что-то такое, когда казалось, что вот когда я маленькая была, смотрела там фильмы, да, для меня это было вообще что-то невероятное, когда вот люди вместе там в постели находятся, и, ну, это как-то было, с одной стороны, очень интересно, а с другой стороны, я закрывала глаза. Я думаю, что многие испытывали, те, кто, может быть, постарше, я не знаю, сейчас есть такое у молодого поколения, когда ты испытываешь просто какой-то вот, вроде это телевизор плоский, но какое-то некомфортное состояние у юного ребенка было, ну, по крайней мере, было так у меня. Я читала на форуме, женщина писала, что да, я раньше следовала вот тому, что я должна узнавать сначала человека, а сейчас я раскрепостилась и поняла, что я хочу получать удовольствие, живу один раз, нужно наслаждаться. То есть женщины становятся все доступнее и доступнее. Знаете, как я услышала такую фразу, что сексуально сейчас женщины преуспевают, а умственно отстают.
Вот, к сожалению, никого не хочу обидеть, но очень чувствуется вот эта вот какая-то несерьезность в суждениях, в разговорах, в мыслях. То есть вот происходит такая погоня за своими чувствами в том числе. То есть женщина сейчас хочет привлечь больше своим телом мужчину, нежели своими мыслями, то, как она думает, рассуждает, и своими просто человеческими качествами, и своим характером. Ведь важно для мужчины, чтобы у женщины был хороший характер. Ну и вообще надо сказать, что мужчины не рассматривают, в основном, я говорю про нормальных мужчин, для серьезных отношений такую женщину, которая очень легкодоступна. Ну и как раньше была очень хорошая традиция, когда женщина и мужчина вступали в близость только уже в браке. Во-первых, потому что мужчина понимал, что это его женщина. И, соответственно, мужчина понимал, что это не какие-то там свободные отношения, когда вроде как это твоя женщина, но при этом она может уйти. Какая нравственность у нее, если она себе позволяет вот так вот быть этой легкодоступной, но это мало кому здоровому мужчине понравится в женщине своей. Да и вообще мужчины задумываются всегда о том, сколько было у женщин партнеров, а женщина, если начинает рассказывать свой послужной список, скажем так, там, конечно, мужчины просто в обморок сразу могут упасть, и это как-то вот на подкорке откладывается, и мужчина это очень беспокоит. Ну и вообще надо сказать, что раньше берегли не только чистоту рода, но и берегли, когда русский человек встречался с русским человеком. То есть вот этого смешения разных национальностей очень за этим следили, вот, что тоже сейчас не является, скажем так, такой редкостью, как раньше было. Люди сейчас не хотят делать никаких усилий над своей волей. Вообще вот это слово «воля» человека, она сейчас редко употребляется, а ведь в нас она есть, и мы можем абсолютно точно с ней справиться. Можно ли вступать в близость на первом или втором свидании? Я считаю, что нет. Вот есть такая проблема у хороших женщин, которые пишут вот на форуме, я читала, а что делать нам? Ведь сейчас такое огромное количество легкодоступных женщин, что мужчины выбирают таких и на нас, хороших, не хотят тратить время, как-то узнавать, да, хоть чуть-чуть, какой-то период просто общаться. Ну, я считаю, что если вам не подходит, то вот для хороших женщин, то значит это не ваш просто мужчина. Мужчина может подождать, более того, мне в комментариях пишут мужчины сами, что они не хотят сами, чтобы женщина так быстро отдавалась. Вот, понимаете, в чем проблема сейчас всей этой моей темы сегодняшней? В том, что даже сами мужчины говорят, что им неинтересна такая женщина, которая сразу отдастся. То есть такая женщина даже не воспринимается серьезно мужчинами. Но женщины тоже почему-то так не думают, а думают, что если и не она сейчас вступит в близость с этим мужчиной, то обязательно кто-то сейчас другой прибежит из женщин и украдет этого мужчину и восхитит его всеми своими способностями, а она останется неудел. Воспитанием, конечно, должны заниматься родители, девочки, и уже какое-то поколение, конечно, скажем так, не исправить, поэтому здесь, я считаю, какой-то вот уже такой переломный момент настает, когда, уже еще вроде бы как бы не очень поздно, но при этом уже как-то мне кажется, что все подходит к тому, что может уже все очень далеко зайти. Ну и, конечно, тоже основная проблема, то, что все это вбивается женщинам. Мне кажется, женщины тоже не все понимают, правильно это или неправильно. Вбивается с помощью социальных сетей, что она должна быть такая раскрепощенная, и не париться. Видит полуголых женщин там на капоте какого-то дорогого автомобиля или там на яхте, да, в окружении каких-то своих поклонников, считает, что она тоже такой будет, и у нее тоже будет все в жизни чики-пуки.
к сожалению, не показывается в этих же самых социальных сетях, как должно быть. Мужчина, кстати, вот я заметила, более устойчив в своих мировоззрениях. Вот так вот я по комментариям тоже смотрю. Это женщины там вроде как что-то там, а вроде это правильно, а вроде неправильно. Ведь на самом деле всегда было в сознании женщины, как бы себя не показать мужчине как раз-таки легкодоступной. То есть вообще об этом беспокоились, о своей репутации. И действительно это было важно. А сейчас, видите, вот такие вот у нас времена. В заключение хочу сказать, что мужчины к легкодоступным женщинам не относятся серьезно. Бывают, может быть, конечно, такие исключения, когда люди начали отношения с близости, но это в редких случаях, и потом там неизвестно, да, может, они уже там давно расстались, как у них там все происходило. Все-таки я не за такой вариант, я за то, чтобы сначала узнать человека, узнать мужчину, а тем более для женщины всегда было очень важно, кого она подпускает к себе, вообще может ли она подпустить, да, сейчас все настолько просто в этом смысле. Ну и, конечно, когда мужчина понимает, что женщина нелегкодоступная, она автоматически в его глазах сразу мужчина присматривается и понимает, что, возможно, это достойная женщина. Что надеюсь, что все-таки мы увидим времена, когда женщина будет ценить свое тело, а не просто как-то так вот либо получать то, что она хочет благодаря этому телу, ну, либо вот так вот просто легко подпускать, просто ради получения удовольствия. В общем, мне это очень несимпатичная история. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.